Nina Kuznetsova. Good morning. Доброе утро. Доброе утро. You ready for церковь? А? Церковь. Церковь, да. Church. Да, чёрч. Да. Yes. Это капуста и... Капуста. Винегрет. Винегрет, да-да-да. Винегрет. Что такое красный? Свекла. There's Victor Ivanovich and Irina. They're saying it's very cold and very windy. And we're... Виктор, давай налью. Again. Good morning. No. Vova. Good morning. Спасибо. The third time. This is our Church of Christ in St. Petersburg. This is Joseph Geringer, Vova Olegovich Nikitin, Irina. Irina, как твоя имя? Васильевна. Васильевна. Ирина Васильевна. Да, я забыл. Никитина. And Чтобы получше выглядеть. Nina Михайловна. Mikhailovna Kuznetsova. Kuznetsova, как Smith. It's her name means Налоги Smith in Russian. Александр, Чарльз. Alexander John Джон. Jonovich. Джон. Jonovich. And Alona. Александр Джон. Good morning. О, Victor. Наконец. Grandma Maria Fiefevnovna is sick this morning. She's old. It's hard on her to come. Как температура на улице? 22 градуса мороза. много. 22. Below zero? Celsius. Minus 22. Minus 22 degrees. 22 градуса Цельсия. Wow. Minus, Холодно. Холодно, да. minus very cold, they said. Это очень редко в Ленинграде сейчас, да? 22. And they walked this morning to church. Minus 22 degrees, Savieta. And here's what it looks like outside. The windows are all steamed up, but Сейчас кофе там готовится. it's minus 22 degrees out there. Here's our program for this morning for church. И песенники. Ну, это правда, я, по-моему, песенника лежит. Сейчас это тоже уходил. Почему? А мне так хочется. Спасибо. А потом со второй. Was this After, Romans? we'll do the second. Colossianum. Colossianum 3. Oh, Colossians. Yes. А какая тема сегодняшней занятий? Джона Герца. А, Джон будет? Ага, все понятно. День наступил, что создал Господь, Я веселюсь, полон радости, День наступил, что создал Господь, Я веселюсь, полон радости. День наступил, что создал Господь. Я сам нам. Асана, Asana. Асана, Асана, царю. Asana. 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 Царю. Асана, 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 царю. Превозноси сейчас хвалой, царю воскресшему Господь. Поверь, знай и прославляй, Он достоин похвалы. Поверь, знай и прославляй имя Господа вовек. Asana. 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 Asana.
Father, Прекрасный день Ты нам сегодня дал. you gave us a great day today. Прекрасное собрание Ты сегодня собрал. Wonderful assembly you Мы gave. знаем, что здесь вместе с нами сейчас Христос. Right now we have Christ with us today. Он рядом с каждым из нас. He's near every one of you. Он в сердце каждого из нас. He is in the heart of everyone. И Дух Его Святый сейчас And He has Holy Spirit now распоряжается нашим телом, нашим духом. leads our body and our spirit. Спасибо Тебе за Сына, Thank you for your Son, во имя которого мы сегодня собрались. in the name of whom we assembled together here. Спасибо Тебе за Слово. Thank you for the Word. Спасибо Тебе за свет и истину, которая с нами и в нас. Thank you for the light and the truth that is with us and Благослови in нас us. And bless us на труд во славу имени Твоего. on the labor for your glory, На плод сердца, плод уст, for the fruit of the Spirit прославляющих имя Твое. and mouth to those who glorify you. И спасибо Тебе за царство, которое Ты нам дал, And thank you for the kingdom you've given которое us, Ты нас принял. to which you received us. Ты наш Отец, You are our Ты Father. наша сила, You are Ты наша мудрость, power and wisdom Ты наша жизнь. in our life. Будь с нами. Be with us. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы Тебя молим. I pray in the name of Jesus Christ, Amen. your Son. Аминь. Amen. По одному стиху. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. For which things' sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. В которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, создавшись сердце человека делами его. И облегшись в нового, который обновляет познание по образу создавшего его. Где нет ни Эллины, ни Иудеи, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. And above all these things, put on charity, любовь, which is the bond of perfectness. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, слословиями, духовными песнями. Во благоти воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа.
когда читаю я повествование о Боге, о Его делах святых, как Он людей живое достояние и возлюбил и спас от бед земных. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Us. Хорошо, хорошо. Good. Отлично, отлично. It's so wonderful to be here Так прекрасно быть здесь and to be in our Russian church. и быть с нашей русской церковью. And we have many Russian congregations now. Здесь много теперь русских собраний. One out in the Ural Mountains, У нас есть собрание на Канево. and I have some scattered sheep in Moscow, У меня есть некоторых покинутых овец в Москве. but they don't have a preacher like we have here in Victor. У них нету проповедника, как здесь у нас есть Виктор. So we would like to keep track of them. И я хотела бы, чтобы мы поддерживали с ними связь. But it's a blessing Но это благословение. to be here Быть здесь and to see everyone. и видеть всех вас. Nina and Alona, Нина, Алена, Maria Yefimnovna, who's sick. Мария Ефимовна, я знаю, что она нехорошо себя чувствует. And I know it's hard. And I know it's hard on her. Знаю, что ей тяжело. And I know it's hard on you Я знаю, что вам тяжело. to come to walk to the assembly, Приходить сюда. 22 degrees below zero. Да, 22 градуса с минусом на улице. But you do it, and I do it. Но вы это делаете, и я это делаю. I would do it, and I have done it. And why do we make these sacrifices? И почему мы идем на такие жертвы? Well, in Hebrews 11, Откройте, пожалуйста, послание евреям, 11 главу. we see the great faith of these Old Testament patriarchs. Мы видим великую веру этих прекрасных патриархов. In particular, Father Abraham. Особенно отца Авраама. In Еврейский 11, стих 17, Hebrews 11:17. Let's read here. So, Lana, would you read in Russian? In Russian, Светлана, пожалуйста, прочти. look at 17 Стихи с 17 through 19. по 19. Read it very loudly and clear. Очень громко и ясно. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Yes, we see the test of Abraham concerning his son Isaac. Мы видим, что Авраам прошел через испытание со своим сыном Исааком. And God was testing him. И Бог действительно проверял его веру. But God didn't have a bad psychology. Бог не пытался применить плохую психологию. We know that in Genesis 22, Мы знаем из Бытия 22 главы, and you don't have to turn, just I want to say it, Isaac was the only begotten son. вам не обязательно открывать эту главу, но что Исаак был единственным сыном. And it said that Abraham loved him very dearly. И Авраам любил его очень сильно.
That's the first time the word love is used in the Bible, Genesis 22. Я хочу отметить ваше внимание, что это первый раз, когда слово «любовь» применяется в Старом Завете. Бытие 22 глава. We like to use our symphonias, our concordances. Мы любим пользоваться нашими симфониями. Why is it so important to look up a word and to find the first time that it's used in the Bible? What's so important about that? Why am I always Почему так важно найти, где в первый раз употребляется какое-нибудь слово? Why am I always talking about a word when it appears in the Bible for the first time? Почему я все время говорю о каком-нибудь слове и о первом разе, когда оно встречается в Библии? Потому что Бог уже знал, что будет наперед. Нет, God knew beforehand what happened. потому что есть принцип первого упоминания. Я не поняла вопрос. Ничего, Старый Завет без Нового, это Okay, так же, как okay, и Новый Nina. без Старого. Все равно. She's talking about shadows. Yes. This is all true what you said, Nina. God knows it before. Это правда, что вы сказали. Бог знает все до того, как это случится. But there's a principle, there's a rule in interpreting the Bible that Victor knows. Я хочу вам сказать, что есть правило, по которому мы толкуем Библию. Виктор как раз его упомянул. And Victor, tell us about that first mentioned principle. Виктор, расскажи нам про принцип первого упоминания. В любом случае, когда вы встречаете какое-то слово, и вам в том контексте Библии, который есть, непонятно, And you don't understand the context of a word. надо искать место, где You go это back слово применено в Библии первый раз. first time that this word is used in the Bible. И там самое полное понятие And then you'll этого get your full слова, idea как of this Бог word его понимает. as God understands it. Главное. The main idea. И дальше уже трактовать надо именно в этом You'll interpret everything else содержании, in the которое light изложено первый раз. of this first mention. И дальше Бог не добавляет ничего того, что изложено в этом первом принципе. Он просто говорит слово, And then God doesn't add anything else to this понимая, что вы помните, mentioned word. что оно He значит. understands. He assumes that you remember what И it means in the всегда first place. то, что это значит, должно присутствовать и в том понимании. Yes. You always go back to that. Что бы там Бог не добавил. Whatever God adds, you always should look back. Absolutely. Beautiful. Beautifully worded. Очень хорошо сказано. And we can do that with any word in the Bible. И я хочу вам сказать, что такое можно сделать с любым словом в Библии. For his fellow man. Любви к своему сопутнику. And by the way, the Greek language, which the New Testament was written in, И, к слову сказать, что на греческом языке, на котором был написан, they had words. They had words for love for each of those connotations. у них были разные слова для этих понятий. Что иди в землю, которую я тебе покажу. So they went to the land of Moriah. И они пошли в землю Мория. Find the verse. See if you can find Mount Moriah. Смотрите, если вы найдете этот стих. Genesis 22. Бытие 22. Genesis 22. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одну из гор, о которой я скажу тебе. Yes. 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 All of that is a picture of Christ on the cross. Все это картина Христа на кресте. The fire is the hell. Огонь представляет собой ад. Jesus experienced the fire of hell. Иисус испытал огонь ада. In Luke 16, the Bible talked about what was going on down there in hell under the earth, in the Tartarus. В 16 главе Луки автор говорит нам, что происходит под землей. The rich man. The rich man. Помните сказание о богаче? He said, "Dip your finger in the water." He said, "I'm thirsty. I'm tormented in this flame. I'm thirsty." Я так жажду здесь, в этом месте.
What did Jesus say on the cross? Что Иисус сказал на кресте? Когда Иисус был на кресте, что Он сказал? Когда Иисус был распят. Христос сказал, Give me a drink. пить нужно. Жажду, он сказал. Когда Он на кресте был, что Он говорил? Пить хочет, да? Жажду. Yes, he was thirsty. Жажду. Ему уксусу. He was thirsty. Губкой. Губы протер. Yeah, Vinegar? yeah, Вместо Уксусом воды. его, yeah. Это надо He was thirsty. Да, ему было... When he tasted it, he refused it. И когда Он попробовал, Он отказался. Because Jesus didn't need any narcotic in that moment. Потому что уксус помогал убрать боль, и он не хотел никакой помощи. And Jesus tasted it, and then he saw what it was, and he refused it. Когда Иисус попробовал это, он отказался. Because there was no narcotic for hell, Потому что нет никакой помощи от ада, for the suffering of hell. от страданий в аду. There's no painkiller for that. Никакого болеутоляющего средства от этого. And Jesus was being a sacrifice for our sin. И Иисус был жертвоприношением за наш грех. There was also the knife in Abraham's hand. Также, что Авраам держал в своей руке? Jesus was cut with a spear. Иисус был проткнут копьем. Peter says that by the cuts of Jesus, we are healed. Yes. Yes, Peter. Петр говорит, что его ранами мы исцелены. 1 Peter chapter 5. 1 Петра, 5 глава. By the cuts of Jesus, by his lacerations, Его ранами мы исцелены. we are spiritually healed from our sins. Духовно исцелены от наших грехов. Now, Abraham didn't use the knife, Аврааму не пришлось пользоваться ножом, but it was used on Christ. но Христу пришлось это перенести. Now, Jesus had to carry a cross up that hill. Иисусу пришлось нести крест What did Isaac carry? на гору. Что Исаак нес с собой? The wood. Дрова. Yes, Дрова. the wood. The whole thing is a picture of Calvary. Все это как картина Голгофы. And at the last minute, there was a В ram. последнюю минуту Авраам увидел Only one thing different. овна. Yes, it was a substitute. Это было как замена. And Jesus is our substitute. И Иисус становится на наше место, Он заменяет нас Okay? на наказание. Now turn to the book of the Second Chronicles, Пожалуйста, откройте which would be for 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kings. It would be the last book of Kings in the Russian. The last book of the Tsar. It's the last of the books of the Kings. Second Chronicles 3. Это вторая Паралипоменона. Вторая книги, second. And in chapter 3, verse 1, Третья глава, первый стих. Третий, первый, второй. Vova, извините, yes, Solomon, Говорится Соломоне. Vova, Какая грамота? Третья глава, громкий, what does that mean? Loud? громко. Третий, Громко и Чисто. чисто. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме, на горе Мория, Где? на горе Мория, Смотрю. которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны Еусиянина». You see that? Смотришь? Видите? Moriah, where was the temple built? Где был храм построен? На горе Мариана, See that? которым Авраам You see what was in God's mind? приносил жертву сына Abraham will no sacrifices. Исаака.
The Bible says in the book of Revelation that Jesus В книге Откровения Библия говорит, что Иисус was the Агнец Божий был Агнцем Божьим, who was slain который был заколот before the foundation of the world. еще до создания земли. It was in God's mind before He even created the Бог world. запланировал это еще до того, как Он создал весь мир. It was all arranged. Все это было уже запланировано. We have a free will, конечно. У нас, конечно же, есть свобода выбора. God predestined the plan, Бог призапланировал план but not the man. на человека. We have a free will, but God knew У человека есть свобода выбора. He had it all planned, Calvary. Но Бог уже запланировал Голгофу. Okay. Now, back to Hebrews, еврейский. Послание к евреям. How could Abraham endure such a test? Как Авраам смог перенести такое испытание? I believe every Christian, every one of us, have to go through this test. Я верю, что каждый из нас, каждый из христиан должен пройти через такое испытание. We have our idols. У нас есть свои идолы, наши идолы. You see. Видите? An idol is anything that we hold on to. Идол — это что-то, за что мы очень крепко держимся. Anything that might come between us and God. Все, что может встать между нами и Богом. It could be our job. Может быть, наша работа, Could be a friend, или друг, girlfriend, boyfriend, подруга, parents. родители. Because Jesus said, your parents will be, or your own family can be your own enemy, Jesus Потому said. что Иисус сказал, что враги могут прийти из твоего собственного дома. It could be money. Может быть, деньги. Could be, could be a little thing. Может быть, что-то совершенно незначительное. Satan is the god of this world, the Потому Bible что says. сатана называется The Богом God. этого мира. Bogom mira. Okay. Видите? And Принц объяснил. that's right. That's right. Это the same. Yes. Abraham's whole life was wrapped up in that little boy. И вся жизнь Авраама просто была предназначена для этого, для своего сына Исаака. Of course, at the time of the sacrifice, he's older than a 30-year-old man. Конечно, вы знаете, что в это время, когда это все происходило, Исаак был больше 30 лет. Isaac could have beat Abraham up if he wanted Он мог побить Авраама и убежать, and ran away. But he was a grown man. он уже был взрослым мужчиной. He willingly submitted to Abraham. Он Okay. подчинился Аврааму. Okay. Now, what's the question? How could Abraham pass this test? Итак, какой у нас был вопрос? Как Авраам смог перенести такое испытание? Irina, do you remember? Помогло. Irina, do you remember the day that we immersed you into Christ? They don't understand the semantics here. What do you mean, how could he do it? In his mind, what he was able to do it. How could he bear that burden? Как он смог перенести такое, как он мысленно мог переступить такое? It was an we would conceive of it as being an impossible burden to carry. Я бы мог сказать, что это почти невозможно. Это настолько тяжело сделать. Вера была сильнее. His faith was stronger than that. That's right. Well, Правильно. today we have blind faith. Today we have people who have blind faith. Сегодня у многих людей есть слепая вера. It's tradition. Традиции. It's mysticism. Мистицизм. And that blind faith is no good. Слепая вера в таком не поможет. It's not going to carry us through our hard times of life. Слепая вера не поможет нам перенести тяжелые испытания.
The word faith in the Bible, Само слово вера в Библии, in the Greek, в греческом, which is the original language, в Pitheos. Говори Pitheo. пафео, Pitheo. пафео, It means to be convinced. Literally, означает быть убежденным. to be convinced. Убежденным. The English word doesn't do the Greek justice. Our English word isn't strong as Наше английское слово не такое сильное, вера. in the English. Our word means a mental acceptance. По-английски это значит мысленное приятие чего-то. But in the Greek, it means По-гречески to be persuaded. это значит быть убежденным. What's the word again? Persuaded or convinced. Pitheo or pistuo. Remember King Agrippa when Paul preached to him? Помните помните царь Агриппа, когда Павел ему проповедовал? What did King Agrippa say after Paul preached to him? Что ему сказал этот царь после того, как Павел завершил свою проповедь? Ты немного не убедил меня. Almost you persuade me. See? Почти ты меня убедил. Ну, немного You осталось. see? Чуть-чуть осталось. Yeah. In such a short time, you try to convince me. Он сказал, что в такое короткое время ты попытался меня убедить. Sometimes it takes a long time to convince people. Иногда людям требуется долгое время для их убеждения. Arena, do you remember the day, помнишь день, Помнишь, мама, день, that you were Christian когда тебя крестили? in the Christ? Христа? Do you remember the question you asked me about the resurrection? Ты помнишь, какие мне вопросы задавала по поводу воскресения? You know, Воскрешения. how do we know there's going to be a resurrection? Ты спросила меня, откуда мы знаем, что у нас будет воскрешение? It's hard. You know, you mentioned something to the effect that it's hard to imagine Ты the сказала, resurrection. что очень трудно представить, что мы сможем что мы сможем воскреснуть. It would be, it's the greatest miracle probably of all. Это было бы самым большим чудом из всех чудес. Это кто сказал? Ты сказала? Нет, ну это не ты сказала, она вопрос задала. Да, вопрос задала, он, так сказать, А сейчас пересказывает. уже мысли по этому. We were talking about the resurrection. I remember that. Я помню, что мы говорили о воскресении. О воскрешении. Yeah. Now, was Abraham a creationist or an Вы evolutionist? только верите в это. Was Abraham? Большая вера в Yeah, это. yeah, I know. I know, and you did, and that's why we baptized you. Что, We, да, без And- веры нельзя, и поэтому я тебя и крестил. because you had faith. У тебя была вера. If we don't believe in the resurrection, how can we be resurrected in baptism? Если мы не верим в воскресение, то как мы можем быть воскрешены в крещении? Да. And God gave you faith, Ira, Он дал тебе веру. to believe that. Одно и то же. Воскресение это факт, а воскрешение это действие. It's a baptism is a death, burial, and resurrection because Christ died and was buried and resurrected. See, А да, результат воскресения. everything you say is, you have to back up. You see, our baptism, our death, burial, and resurrection Наше крещение, наше погребение, умертвление, погребение, воскресение, воскрешение. is in force, is given power. Этому дана сила, Because Christ died, buried, and resurrected. потому что Христос умер, был погребен и воскрес. Да. Uh, Ну, это понятно, Yeah. да. Now, but Christ hadn't died yet here in Genesis. А воскрешение Иисуса Христа же было, когда его крестили, да? Вот Jesus Воскрешение. was Нет, Jesus но- was baptized. но- Did he resurrect? No. Воскресить он должен No. умереть. No, he didn't. Ну, это когда его крестили. Only- Его крестили, он жил бы. Nina, У вас не зашел Нина. Дух Святой. it was only for a picture. Jesus, no. А голод это самое. Я не There про was то a говорю. dove on the Holy Spirit. Okay, Nina. No. There's at least 5 baptisms in the Bible, 5 different kinds. Нина, я хочу сказать, что есть 5 разных крещений в Библии.
it's baptism in the name. That means the authority. Когда говорится о крещении во имя, это значит во власть Иисуса. The authority. Имя Иисус Христос. I'm not saying that. That's not Я what говорю I'm про Yeah, but that's the answer. Воскрешение. not talking about John's baptism. Иисус Христос. John's baptism had no resurrection. У Иоанна Крестителя не было никакого воскрешения. And that's what Jesus is baptized. У Иоанна Я Крестителя. понимаю. Ну пусть она скажет, что она, вы не даете сказать. Because Jesus У is the нас first вот fruits. лично воскрешение наше когда будет? Когда мы поднимемся на небеса во время второго пришествия When Христа? we have a resurrection. Когда будет воскрешение наше? When are we resurrected again? Я Yes. Romans 6. когда я воскресла? Во время крещения? So I don't have a second Я resurrection. то же самое говорю про Иисуса Христа. Когда его крестили, он тоже Его не крестили во имя Иисуса. его не There's two words for resurrection in the Bible. Hold on. She equates his baptism with our baptism. Вот, в Его чем разница. Иоанн ему сказал, я не могу тебя крестить, ты безгрешен. Ага. Вот я почему и спрашиваю. Вот А это Иисус говорит, крести, надо путь правильный исполнить. He just did it as a picture. It Ты wasn't меня baptism. должен крестить, Yeah, it's a picture. чтобы я был явлен миру. Писанию. You should baptize him. И он был явлен голодом, Духом Святым. Да. Да, это Да. понятно. Вот это Yeah. я теперь выяснила. Only one man could ever receive that baptism of John. Только один человек мог истинно получить это крещение. The baptism to, quote, fulfill all righteousness. Это было крещение, чтобы исполнить всю праведность, завершить закон. None of us can be baptized with that baptism. Все, я теперь поняла. Никто из нас не может быть крещен этим крещением. Nina, Да, Nina, я поняла. for your question, write down to Nina. I don't want to. This is another subject, but write this down. Он говорит, что Пишешь. запиши это, тетя Нина. Ремланский. Это Римлянам 6. Ремланский 6, Римлянам 6, 4, 4, 3 на 6. с 3 по 6. There's two words Есть for два resurrection. слова. Два слова используются для слова воскрешения. Anastasias. Анастасия. Гречия. Нет, Анастасия. Anastasias. Греческий. Анастасиас. That means to come back to life again. Вернуться к жизни еще раз. And ergairo. И эргайро. That means to raise up. Это значит встать. In Romans 6, К Римлянам 6 главе. when you're baptized, Когда вы креститесь, you are ergairo. You are raised up. вы встаете. Not Anastasias. Не Анастасия, To bring the body back to life again. которая возвращает ваше тело к You are жизни. spiritually raised. You are spiritually resurrected. Вы духовно встаете. Понятно. And then you will receive the потом- physical resurrection. Вы получите телесное воскрешение. Ephesians chapter 1 says Ephesians chapter 2 says you were raised up. Ефесянам 2 глава говорится, что вы you will be, No, you have been. что вы воскресли. We've been seated in the heavenly places right now. И мы были посажены на небесные просторы прямо сейчас. That's Как it. In the посажен? spirit? Yes, in spirit. Да. в духе. We're sitting down right now in the kingdom of God. Сейчас мы сидим, находимся в Царстве Божьем. Понимаете? В духе мы там, рядом с Христом, и Он с нами здесь. Ну, это я понимаю, что он с нами. 2 or 3 people are gathered. There I am, Jesus said. Иисус сказал, где 2 или 3 собираются вместе, там и я между ними. Так мы разве, наш дух разве там и не тут? И So our Иисус spirit Христос is не not тут with разве us. с нами сейчас? Is he with us here or where they are in heaven? He's with us. Он с нами. С нами. Тут это песчинка. So how can we be in heaven, John, while we're here? We're in heavenly Но там-то places. мы будем после Мы второго уже там. пришествия. И там Spiritually, you будем gotta have Очень your лет spiritual с glasses ним on. увидим. Yeah, but she Сейчас says, в духе там. don't we have our spirits here? Но with мы-то us? здесь пока.
Nina. Как это мы Тело Let's ваше здесь. let's take that up Тело later. ваше здесь. Let's take that up later. You understand? Ну, Виктор Иванович, ты всегда говорил, что возьмет он нас туда или нет, это еще неизвестно, когда будет суд. А сейчас мы уже говорим, что мы подвешены. Я не уверен, что с тобой будет завтра. Mom says, you told us that you never know what's going to happen to us. You never know Вот if в we're этом going to мире. be in Не heaven or not. совратишься ли ты? We have a body. That's the difference. The only difference is that we have a body. We're in the flesh. Говорит, что мы воплоти сейчас. Paul said to be absent from the body. The moment our spirit and soul and body separate, Как только происходит момент разделения духа и тела, then we will be present with the Lord. то мы становимся, чтобы наше присутствие будет с Богом. 2 Corinthians chapter 5. Во 2 Коринфянам главе 5. To be absent from the body is to be present with the Lord. Отсутствовать от тела значит присутствовать с Богом или у Бога. Так опять-таки это будет во время второго пришествия, So that's going to be during the second когда death. будет суд, когда все пойдут. Or the day we die. Или когда вы умрете. Ну вот. Но во время второго пришествия это все обретут свое физическое тело, So и when на the суд second пойдут comes, все. there's going to be judgment in Так the же physical Библия bodies, говорит. right? We're having judgment. We already had judgment day. Говорит, что у нас есть, у христиан есть свое судный день, свой судный день. Да. See? But, and so the moment we die, we know where we're at. We're either in heaven or hell the day we die. Our Так spirit. что, если вы умрете до пришествия Христа, вы будете знать, куда вы пойдете, в ад или на небеса. Ну, умрем-то мы духовно. Да, вы... Now, А Nina, вы die spiritually? Нет, я вообще что-то I'm just so вообще. messed up. I don't understand anything. Душа не умирает, душа вечна. Душа вечная, the да. great, И the, место ее обитания в Да. вечности либо в аде, либо с Богом. Да. Но дело в том, что сейчас-то наша душа где находится сейчас? Мы Она в у нас нас. сейчас. И вот здесь вот она, а не на небесах, не на У небесах. нас, Да. душа у Might нас. as well go Сейчас with она в it. нас. Go with it. Right Just now, explain it the to soul him. is with us. Ты И- хочешь сказать, что есть какая-то вот для No, Бога it's with us. место? It's Yes, with us. how Там, is где it? он живет, You и там, где don't мы живем. How are we in heaven? Yes, how are we sitting in the heavenly places? Nina, let's study that later. Nina, Отдельные- извините, let's study that later. Потом. Он говорит, мы давайте Давайте закончим. Потом. Давайте. Потом. Я Отходим вообще от сейчас тела. зайду. Давай, Авраам. Что на Ты деле? там вам говорит, Да, давай. Авраам. Авраам. Давайте поговорим об Аврааме. Давайте. Let's. Was Abraham a creationist or an evolutionist? Я хочу спросить, Авраам был эволюционистом или креационистом? Да по-русски говори прямо. What does it Что mean? это значит? Was a creationist. Well, it's only the reason that I came to Russia. Он был атеистом или верующим? Wait. Nina, Irina, I want you to understand something. Do you know the reason